Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Когда африканское солнце достигло зенита, саванна словно замерла в коллективном обмороке. Воздух не просто нагрелся, он превратился в густое дрожащее марево, которое искажало горизонт, превращая далекие акации в плывущие по небу темные пятна. Выжженная трава, ставшая хрупкой и ломкой, как старый пергамент, не шевелилась. Ни дуновения ветра, ни крика птицы, ни шороха насекомого. В этот час засухи заповедник казался не живым краем, а заброшенной декорацией к забытому спектаклю. Все живое искало спасения. Антилопы гну сгрудились в скудной тени редких баобабов, стараясь не тратить лишних сил даже на дыхание. Ящерицы забились в глубокие трещины пересохшей земли, где еще сохранялась призрачная прохлада. Мир застыл. Лишь на открытой равнине, под самым беспощадным огнем небесного светила, высилась одинокая фигура. Это была Нара, старая слониха, чья кожа напоминала кору древнего дерева, такая же грубая, испещренная глубокими морщинами-руслами, по которым когда-то стекала дождевая вода. Когда-то Нара была сердцем своего стада. Она не была самой крупной, но в ее голове хранилась карта целого континента. Она помнила, где под слоем песка скрыты подземные ключи, которые не пересыхают даже в десятилетнюю засуху. Она знала, какие плоды можно есть, когда привычная зелень превращается в труху. Ее шаги были уверенными, а за ее широкой спиной всегда следовали десятки соплеменников, доверяя ей свои жизни и жизни своих детей. Но время — самый беспристрастный хищник. С каждым годом виски Нары становились все светлее, движения тяжелее, а старые раны от бивней соперниц и сучьев колючего кустарника ныли к перемене погоды. Несколько дней назад стадо ушло. Нара видела, как молодая матриарх, ее собственная дочь, то и дело оглядывалась, замедляя шаг. Но закон саванны не знает жалости. Если стадо будет ждать одну старуху, погибнут все. Молодняку нужна вода, а путь к ней лежал через многие мили раскаленного ада. Нара сама перестала идти. Она просто остановилась в один из вечеров, когда солнце окрасило пыль в кроваво-красный цвет. Она не трубила, не звала их обратно. Она лишь смотрела вслед уходящим серым теням, пока они не растворились в сумерках. Теперь она стояла здесь, один на один с вечностью, принимая свою судьбу с тем молчаливым величием, которое доступно только тем, кто прожил долгую и честную жизнь. Тишина была нарушена не звуком, а изменением в самой структуре воздуха. На горизонте, там, где небо сливалось с землей в желто-оранжевом мареве, появились две точки. Они не бежали, они перетекали из одной тени в другую, двигаясь с пугающей бесшумностью. Это были львы. Впереди шел Кадир. Он был воплощением мощи этой земли. Тяжелая, темная грива, покрытая пылью, мускулистые плечи и взгляд, в котором светилась холодная уверенность хозяина территории. Рядом с ним, чуть поодаль, ступала Сафира. Молодая львица была воплощением скорости. Каждое ее движение было выверено, каждый мускул под короткой шерстью был натянут, как тетива лука. Они почувствовали Нару задолго до того, как увидели. Запах старости, усталости и болезни в саванне звучит громче, чем любой крик. Для хищников это был сигнал. Здесь ждет легкая добыча, гора мяса, которая обеспечит прайд едой на неделю. Нара заметила их.
Ее огромные уши, рваные по краям, слегка дрогнули. Хобот медленно поднялся, пробуя воздух. Запах смерти был близко, но в ее поведении не было и тени паники. Она не пыталась бежать. Ее суставы все равно не позволили бы этого. Она не встала в оборонительную позу. Вместо этого слониха медленно повернула голову, встречая взгляд Кадира. В ее глазах, подернутых белесой дымкой времени, не было страха. В них читалось нечто иное, глубокое достоинство и усталое смирение. Она словно говорила: «Я видела рождение и смерть. Я видела сотни таких, как вы. Если мой час пробил, я готова». Кадир замедлил шаг. Он привык к страху. Страх — это то, что заставляет добычу совершать ошибки. Но это спокойствие сбило его с толку. Он остановился в 10 метрах от слонихи, низко опустив голову и издавая утробное рычание, от которого вибрировала земля. Сафира, ведомая инстинктом, пригнулась к самой земле, готовая к решающему броску. Она уже видела точку на загривке великана, куда вонзит свои клыки. Но Кадир внезапно поднял лапу, преграждая ей путь. Его насторожило это молчание. В мире, где все борется за жизнь до последнего вздоха, добровольное принятие конца выглядело как ловушка или как нечто священное, к чему опасно прикасаться. В эти мгновения перед глазами Нары проносились картины прошлого. Она видела бескрайние луга, залитые серебром дождей. Помнила тепло своего первого детеныша, которого она нежно подталкивала хоботом, заставляя сделать первые шаги. Помнила вкус сочной коры баобаба и ледяную свежесть ночной воды. Она не сдавалась львам, она просто возвращалась в землю, частью которой всегда была. В полукилометре от них, скрытый в зарослях сухого кустарника, стоял белый джип с эмблемой заповедника. Внутри, вцепившись в бинокль так, что побелели костяшки пальцев, сидела Алина Рейд. Она работала рейнджером уже 10 лет. Она видела сотни смертей. Она знала золотое правило: природа мудра, не вмешивайся. Смерть одного — это жизнь для другого. Если слониха умрет, Кадир и Сафира выкормят котят. Это круговорот, честный и древний. Но, глядя на Нару, Алина чувствовала, как внутри что-то надламывается. Это не была просто единица популяции. Это была Нара, легенда этих мест, последняя из великих матриархов. Видеть, как ее, оставшуюся в одиночестве, разрывают на части просто потому, что она устала идти, это казалось Алине высшей несправедливостью. Когда Кадир, преодолев секундное замешательство, сделал еще один осторожный шаг вперед, Алина приняла решение. «К черту правила!» — прошептала она. Двигатель джипа внезапно взревел, нарушая тишину саванны. Алина резко нажала на педаль газа, направляя машину прямо к месту действия. Она ударила по сигналу, и резкий, противоестественный звук разрезал раскаленный воздух. Львы вздрогнули. Кадир вскинул голову, оскалив клыки. Он ненавидел шум машин. Человек в железной коробке был единственным существом, которое он не мог просчитать. Самец бросил последний, полный ярости взгляд на слониху, а затем, решив не рисковать шкурой ради сомнительной схватки, коротко рыкнул Сафире. Хищники развернулись и стремительно исчезли в золотистом мареве травы. Алина заглушила мотор. Тишина вернулась, но теперь она была другой, не гнетущей, а облегченной. Она медленно вышла из машины. Нара стояла на том же месте. Ее ноги дрожали, голова опустилась еще ниже. Алина подошла на расстояние нескольких метров,
достаточно близко, чтобы видеть ресницы слонихи, покрытые серой пылью. Нара не проявила агрессии. В ее взгляде не было благодарности в человеческом понимании, но было некое глубокое, древнее признание. Две души, столкнувшиеся на краю бездны, на мгновение замерли в абсолютном понимании. Алина достала из багажника канистры с водой. Она наполняла складную поилку снова и снова. Нара, помедлив, осторожно опустила хобот. Сначала она просто втягивала влагу, словно не веря, что это происходит наяву. Затем она начала пить. С каждым глотком, с каждой каплей, упавшей на сухую кожу, жизнь возвращалась в это огромное тело. «Ты еще не все, старая подруга», — тихо сказала Алина, вызывая по рации штаб. Говорит Рейд: «У меня Нара. Она истощена, но жива. Нужен транспорт и ветеринарная группа. Мы забираем ее». Через несколько часов на равнину прибыла команда спасателей. Работа была долгой и кропотливой. Осторожно используя лебедки и специальные платформы, люди помогали Наре забраться в транспортный прицеп. Слониха была настолько слаба, что почти не сопротивлялась. Когда она, наконец, смогла лечь на мягкую подстилку внутри прицепа, из ее глаза выкатилась крупная слеза, проложив темную дорожку по пыльной щеке. Это не были человеческие слезы, просто реакция организма. Но Алина знала, в этот момент Нара впервые за многие дни почувствовала себя в безопасности. В центре реабилитации Нару ждал долгий путь восстановления, но главное было сделано — она была не одна. Эта история быстро разлетелась по заповеднику. Некоторые коллеги осуждали Алину, говоря, что она нарушила баланс и лишила львов законной добычи. Но Алина лишь улыбалась в ответ. Она знала, что баланс — это не только смерть и выживание. Это еще и милосердие, которое выделяет человека из мира дикой природы. История Нары стала напоминанием для всех. Каждая жизнь, какой бы старой и изношенной она ни казалась, имеет значение. Охрана природы — это не просто сухая статистика по видам, это уважение к каждой судьбе, к каждому прожитому году. Иногда один небольшой поступок, одно вовремя принятое решение, вопреки всем правилам, может изменить все. Пусть даже это изменение коснется только одного живого сердца, которое теперь продолжает биться в такт с дыханием саванны под огромным звездным африканским небом.